Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как я сделала спальню для кукол. Все началось с того, что я решила обновить наряд для своей куклы Cave Club и сшила для нее вот такую вот пижаму. Вслед за ней я сшила пижаму и для второй куклы. И тут мне в голову пришла идея. А что, если эти девочки захотят устроить теплые дружеские посиделки с ночевкой? У меня перед глазами сразу встали фотоистории, которые я хочу получить в итоге. Меня очень вдохновила эта идея, и я приступила к работе. Для спальни требовалась кровать. У меня как раз была припасена одна, купленная в фикс-прайсе. Я решила ее немного переделать. Для моей задумки она была слишком детской. Мне хотелось сделать кровать в более спокойных, натуральных тонах, чтобы она больше походила на настоящую. Сначала я ее загрунтовала. Я накладывала не очень плотный слой грунта, потому что знала, что впоследствии буду перекрывать его акриловой краской. Я использовала грунт марки Kudo. Он уже не раз выручал меня, когда требовалось что-то быстро загрунтовать. После грунтовки я дала кровати высохнуть. После высыхания грунта пришло время для покраски. Я использовала обычные акриловые краски. Красила в 2 слоя, чтобы грунт не просвечивал. Вообще, из-за того, что кровать состоит из больших крупных деталей, было совершенно несложно ее красить. Тем более я пользовалась большой широкой кистью. И вот после всех манипуляций кровать готова. Теперь мне нужно было сшить для нее новое постельное белье. То, что было в комплекте с кроватью, мне совсем не подходило. Для кукольного постельного белья я использовала остатки ткани, из которых шила собственное постельное белье. Подушки решила делать простые. Я набила их синтепоном и зашила. А вот пододеяльник у меня получился совсем как настоящий, с кусочком фетра внутри и специальным отверстием снизу. Итак, теперь у нас были готовы кровать и постельное белье. Ключевые детали для спальни выполнены. Теперь мне нужно было сделать саму комнату. Я очень удачно купила в Leroy Merlin большой кусок спрессованного картона. Он был прочный, дешевый и еще довольно легкий, чтобы я могла довести его до дома сама. Для меня было очень важно, чтобы получившуюся комнату можно было бы легко складывать и раскладывать. Поэтому я скрепила 2 половинки купленного картона болтиками и уголками. Третий кусок картона, который послужил полом, прикреплять не пришлось. Можно было просто придвинуть его к получившемуся углу. Каркас комнаты был готов. На стены я поклеила кусочки обоев, которые остались дома после ремонта. А на пол наклеила самоклеющуюся пленку, имитирующую дерево. Я хотела сначала положить кусок линолеума, но он оказался на удивление дорогой. Мне кажется, очень удачно получилось, что рисунок на обоях оказался довольно мелким и хорошо вписался в кукольную миниатюру. После этого комната была окончательно готова. Дальше я задалась вопросом, чем будут заниматься подружки, когда соберутся на вечерние посиделки. Конечно же, пить чай с вкусняшками. Я скачала в интернете модели чашек и чайника, а после напечатала их на 3D принтере. С размерами удалось угадать не сразу. То, что в теории выглядело отличной чашкой для куклы размера 1:6, после печати оказывалось размером с суповую тарелку. Хорошо, что у меня есть куклы разных форматов, так что даже якобы неудачные чашки не пропали зря. После печати я также загрунтовала и покрасила все миниатюры. Кстати, в меню у девочек супер классные вкусняшки, кексики и пончики. Было очень интересно разукрашивать их. Я подумала, что обычного чая и вкусняшек девочкам будет мало. И решила, что они еще соберутся для того, чтобы вместе читать комикс. Но какие комиксы будут читать мои подруги? Мой выбор пал на один из моих любимых комиксов в детстве «Чародейки». Итак, чтобы сделать маленькие журналы для кукол, мне для начала нужно было создать макет в фотошопе. У меня уже был опыт в создании миниатюрных книжек, поэтому с этим трудностей не возникло. После этого я сходила в копицентр и распечатала свои заготовки. Я специально сделала 2 версии, матовую и глянцевую, которые еще немного отличались от друг друга по толщине листа. Придя домой, я очень быстро сложила и склеила номера журналов. В конечном итоге разница в бумаге в готовых миниатюрах почти незаметна. Поэтому у меня получилась коллекция журналов в 2 экземплярах. Ну, думаю, ничего страшного. Наверняка девочки пришли обмениваться недостающими номерами друг с другом. Кровать, стены, журналы и еда. Почти все готово. Осталось это все расставить по местам.
В интерьере спальни я использовала кресло и столик из фикс-прайса. Их я переделывала еще перед Новым годом, по такому же алгоритму, как и кровать. По сюжету моя девочка Кейв Клаб очень любит динозавров, поэтому я посадила ей в комнату вот такого вот динозавра, которого слепила сама из глины. Расставляю чай и вкусняшки по местам, кладу журналы и все готово. Мне очень понравилось работать над этим проектом. Конечно, хотелось бы еще добавить что-нибудь на стены, типа плакатов или книжных полок. Но, так как я использую эту комнату для кукол разных форматов, добавлять что-то на стены я не стала. В итоге я очень довольна тем, как выглядят получившиеся кадры. Они вышли точно такими, какими я себе их представляла в самом начале. На этом все. Всем спасибо за просмотр.